Шокирующая правда о вакууме. Что не понимают о космосе? Космос всегда очаровывал человечество своими тайнами, но настоящий шок вызывает непостижимая природа вакуума. Большинство из нас представляют космос как безмолвное пустое пространство, но что на самом деле происходит, когда тело оказывается в этой враждебной среде? Вакуум — это вовсе не просто отсутствие воздуха. Это непримиримый враг, готовый испытать наш организм на прочность. Одной из самых шокирующих правд о вакууме является то, как быстро он воздействует на человеческое тело, лишенное привычной защиты. Первая пугающая истина. В открытом космосе тепло не передается через воздух, и температура тела начинает стремительно изменяться. Именно вакуум ответственен за резкое отсутствие давления, к которому наш организм вовсе не приспособлен. Наше тело привыкло к давлению воздуха, который словно невидимый щит оберегает наши клетки. Без этого давления внутренние органы и кровь начинают вести себя совсем иначе. Понятие «кровь закипает» здесь приобретает пугающее значение, ведь без внешнего давления жидкость может действительно начать кипеть при более низких температурах. Подобно многим научным открытиям, вакуум открывает нам грани понимания, которые мы не всегда готовы принять. Что же скрыто за этим космическим ужасом? Вакуум — это не просто безучастный наблюдатель. В его присутствии все процессы начинают идти иначе. В первую очередь он отнимает возможность дышать. Без кислорода наши клетки начинают требовать подпитки, и это лишь начало опасностей, которые притаились в космосе. Сталкиваясь с такими вызовами, наука стремится понять, как долго человек может выдержать, пока его организм не поддастся бескомпромиссному натиску космоса. Этот опыт дает нам ценные сведения о наших возможностях, но прежде чем перейти к конкретным ощущениям в первые секунды в открытом космосе, давайте заглянем в глубины этого захватывающего испытания. Первые секунды в открытом космосе. Что чувствует тело? Как только вы внезапно оказываетесь в открытом космосе, ваши первые несколько секунд напоминают сцену из научно-фантастического фильма. Ваше тело мгновенно ощущает острую нехватку давления. Вы чувствуете, как ваша грудная клетка начинает расширяться, поскольку газы в легких стремительно расширяются. Кстати, это одна из причин, почему так важно не задерживать дыхание в такой ситуации. В противном случае риск разрыва легких значительно увеличивается. Первое ощущение — это холодный металлический вкус крови, который появляется из-за взрывающихся капилляров. Это безжалостное давление космоса заставляет ваше тело чувствовать, как будто оно мгновенно становится более хрупким. Внутренние жидкости склонны к мгновенному закипанию, но это не то, что вы действительно ощутите именно в этот момент. Вы скорее почувствуете, как глаза и кожа начинают отекать, а ваш разум постепенно начинает теряться в хаосе. В этот момент ваше тело уже питается собственными запасами энергии, и каждый момент имеет значение. Кислород в крови быстро иссякает, и ваш мозг и органы начинают страдать от недостатка жизненно важного газа. Без скафандра вы почувствуете, как каждое движение становится затрудненным, а ваш мозг начинает посылать сигналы отчаяния. Но что по-настоящему удивляет, это факт, что в первые несколько секунд вы пока еще удерживаете сознание. Ваши ткани начинают кристаллизоваться, но вы все еще здесь, цепляясь за последние моменты ясности. Однако, если вовремя не оказать помощь, эта борьба станет последней. Интересно, что последние исследования открывают новые горизонты в изучении этих процессов. Невидимые враги, как вакуум разрушает изнутри. После первых секунд столкновения с космосом начинает разворачиваться настоящая драма, скрытая от глаз наблюдателя. Вакуум наносит удар по самому сердцу нашего организма, его внутренним системам. Он словно невидимый враг, начинает разрушение изнутри, не оставляя шансов на спасение без помощи извне. Первое, что происходит, это резкое понижение давления, к которому наше тело оказывается совершенно не готово. В отсутствие привычного давления извне, клетки нашего организма начинают вести себя хаотично, и это не просто гипотеза, а реальное испытание для человеческой физиологии. Одним из самых коварных врагов становится кровь. Она мгновенно лишается стабильности, превращаясь в зловещего врага. Кровь начинает закипать, но не в привычном понимании, а на молекулярном уровне, что приводит к выходу газов и расширению сосудов. Это явление называется декомпрессионной болезнью, и оно поражает не только кровь, но и другие жидкости тела. Это начинает каскад разрушительных процессов, которые охватывают все тело. Однако, это только начало страшной цепной реакции. Также нельзя забывать о легких. Вакуум беспощадно воздействует и на них. Газ внутри легких начинает стремительно расширяться, что может привести к серьезному повреждению тканей, если дыхание не будет выдохнуто вовремя. В такой ситуации важно не паниковать, хотя это кажется неизбежным. За считанные секунды легкие превращаются в зону высокой опасности, где каждый глоток воздуха может стать последним. Однако на этом вакуум не останавливается. Он продолжает атаковать как невидимый агрессор, разрушая нервную систему и сердечные ритмы. Организм начинает переживать недостаток кислорода. Мозг, будучи одним из самых уязвимых органов, быстро начинает
начинает давать сбои, отказываясь выполнять свои функции. И это не фантазия, а реальный сценарий, который ученые тщательно изучают и анализируют. В открытом космосе нет места для слабости, и каждый компонент нашего тела подвергается испытаниям, которые могут перевернуть наши представления о человеческой стойкости и возможностях. Захватывающая битва за кислород. Сколько минут осталось? И вот, мы подходим к ключевому моменту, где только запас кислорода в вашей крови определяет, сколько у вас остается времени. Без кислорода в легких тело начинает использовать то, что осталось в крови, и это происходит стремительно. Основной враг этого процесса — время, и у вас его совсем немного. Ученые утверждают, что в таких условиях человек способен поддерживать сознание от 10 до 15 секунд. После этого короткого промежутка времени начинается настоящая битва за жизнь. Ваш мозг, лишенный кислорода, начинает постепенно отключаться. Это почти как медленная агония, где каждая секунда имеет значение. Организму жизненно необходимо новое поступление кислорода, но его просто нет. Если помощь не поступает в течение следующих пары минут, необратимые изменения начинают происходить в мозге. Пока сердце продолжает биться, оно пытается снабдить мозг и остальные органы кровью, однако без достаточного уровня кислорода его усилия тщетны. Происходит замедление всех процессов, и тело постепенно начинает выключаться. Спустя примерно 1,5–2 минуты сердце может остановиться. Это происходит из-за недостатка кислорода и увеличения карбоновой кислоты в крови, что вызывает остановку сердечного ритма. Но даже в этот трагический момент человеческий организм демонстрирует невероятную стойкость. Ученые неоднократно проводили исследования на животных, чтобы изучить пределы человеческой выживаемости в вакууме. Результаты показывают, что вернувшись в нормальные условия в течение этого короткого периода, организм имеет шанс на восстановление без значительных повреждений. Эксперименты с обезьянами и собаками подтвердили эту способность к самовосстановлению, но только если помощь была оказана вовремя. Эти данные обнадеживают, но все же напоминают о той тонкой грани, на которой мы балансируем в космосе. Однако испытания не заканчиваются по мере возобновления нормального дыхания, ведь вакуум продолжает наносить свой сокрушительный удар. Реальные исследования. Что говорят ученые о выживании? Современные исследования, проведенные учеными, проливают свет на таинства, сокрытые в вакууме. Опыты на животных, таких как обезьяны и собаки, позволили выяснить, как организм реагирует на кратковременное пребывание в открытом космосе. Эти эксперименты показывают, что несмотря на очевидные риски, организм способен противостоять невероятным условиям. В экспериментах животные выдерживали пребывание в вакууме на протяжении более 1,5 минут, если после этого быстро возвращались в безопасные условия. Это указывает на возможность восстановления и человеческого организма при соблюдении определенных условий. Ученые также исследовали влияние отсутствия давления на функционирование клеток и органов. Оказалось, что клетки могут адаптироваться к кратковременному вакууму, если вовремя восстановить нормальное давление и снабжение кислородом. Некоторые клетки показывают удивительную устойчивость, сохраняя свою структуру и функции даже после воздействия экстремальных условий, что становится ключом к пониманию процессов восстановления. Особое внимание ученых привлекает возможность использования таких знаний для улучшения технологий жизнеобеспечения в космосе. Разработка более совершенных скафандров и систем поддержки жизни становится реальностью, ведь каждый такой опыт дарит новые понимания. Эти исследования открывают перед нами не только опасности, но и необычайные возможности человеческого организма приспосабливаться и выживать. Однако изучать еще предстоит многое, ведь космос и его угрозы продолжают оставаться вызовом, требующим нашей готовности и мудрого подхода. Давление и температура — смертельные ловушки космоса. Погружаемся глубже в смертельные ловушки космоса, где давление и температура играют решающую роль в выживании. Вакуум — это не просто отсутствие воздуха, это среда, где температура стремительно меняется от экстремальной жары до леденящего холода. В тени космоса температура может опуститься до минус 450 градусов по Фаренгейту, а на прямом солнечном свете она может достигать почти 250 градусов. Эти крайности становятся настоящим испытанием для человеческого тела, не защищенного скафандром. Как только давление резко падает, начинается хаос. В обычных условиях наше тело привыкло к атмосферному давлению, которое поддерживает баланс между внутренними и внешними силами. В вакууме же этот баланс нарушается, и без давления извне жидкость в нашем теле начинает кипеть даже при температуре нашего тела. Это явление знакомо как эффект закипания при низком давлении и может привести к образованию пузырьков в крови и тканях. Тепловое воздействие также оказывает серьезное влияние. Без атмосферы, чтобы разогреть или охладить наше тело, температура начинает изменяться под воздействием солнечного излучения или его отсутствия. В таких условиях кожа и поверхностные ткани могут быстро перегреться или наоборот охлаждаться до опасных уровней.
Сложно представить, но без скафандра тело может испытывать одновременное воздействие и жары, и холода, в зависимости от того, повернуто ли оно к Солнцу или нет. Эти экстремальные изменения температуры и давления представляют собой смертельные ловушки, которые становятся непроходимым барьером для выживания. Даже кратковременное пребывание в вакууме может вызвать критические повреждения, и без немедленной помощи последствия могут быть необратимыми. Однако, несмотря на все эти опасности, организм остается удивительно стойким и способен к восстановлению, если условия изменяются своевременно. Но на этом испытания не заканчиваются, ведь космос продолжает удивлять своими необычными вызовами. Вода и кровь. Неожиданные трансформации в вакууме. В условиях вакуума происходят невероятные трансформации с жидкостями нашего организма. Вода, являющаяся основой жизнедеятельности, вступает в совершенно новый режим. Как только давление, эквивалентное земному, исчезает, вода в нашем теле начинает закипать при температуре тела. Этот процесс напоминает надувание воздушного шара, когда молекулы воды стремительно переходят в газообразное состояние, пытаясь покинуть ткань своего контейнера. Важно понимать, что кровеносная система подвергается этому же воздействию, и это не просто зрелище из фильма ужасов, а реальная угроза для человеческого выживания. Кровь, находящаяся в венах и артериях, тоже не остается в стороне от драматических перемен. Без давления, препятствующего закипанию, кровь начинает проявлять странное поведение. На молекулярном уровне она вскипает, образуя пузыри газа, которые могут вызвать закупорку сосудов и нарушить кровообращение. Это явление называется газовая эмболия, и оно смертельно опасно. Невозможно переоценить, насколько это разрушительно для всех жизненно важных органов, особенно для мозга. Однако, несмотря на такие экстремальные условия, организм не сдается. Он продолжает бороться за выживание посредством неимоверных механизмов восстановления. Если человек будет извлечен из вакуума немедленно, его организм способен восстановиться без долгосрочных повреждений. Это потрясающая демонстрация прочности человеческой природы. За счет возвращения в нормальные условия кровь снова стабилизируется и процессы в организме возобновляются. Этот феномен, несомненно, удивляет, однако его изучение продолжается, так как на пути к полному пониманию еще много преград. Вакуума недостаточно, чтобы полностью сломить человеческую природу, но это не значит, что борьба заканчивается здесь. Ярчайшее зрелище, как тело реагирует на солнечное излучение. Но вот что действительно захватывает дух — это солнечное излучение. В условиях вакуума, без привычной атмосферы Земли, ультрафиолетовые лучи Солнца атакуют незащищенную кожу без всяких преград. Эти лучи, невидимые глазу и безжалостные по своей природе, способны нанести серьезные ожоги за считанные секунды. Однако это только начало. Солнечное излучение включает в себя не только ультрафиолет, но и гамма-лучи и рентгеновское излучение, которые могут проникать глубоко в ткани, разрушая клетки на уровне ДНК. Без защитного слоя атмосферы кожа человека оказывается в уязвимом положении. Она начинает обугливаться от воздействия жары, а глубже клетки кожи начинают разрушаться под действием радиации. Это может вызвать ожоги третьей степени и повреждения внутренних органов. Одновременно с этим радиация также влияет на иммунную систему, снижая ее защитные функции и делая организм более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям. Подобное воздействие ведет к необратимым последствиям, которые сложно себе представить. Кроме того, солнечное излучение воздействует на нервную систему, вызывая быструю деградацию нервных клеток. Это может привести к серьезным неврологическим повреждениям и даже потере сознания. И хотя человеческий организм невероятно стойкий, без немедленной помощи восстановление может затянуться на долгое время. Но даже в этой кажущейся безнадежной ситуации ученые продолжают искать способы защиты от солнечной радиации. Они разрабатывают новые материалы и технологии, чтобы минимизировать риск и обеспечить безопасность в космосе. Эти исследования помогают нам лучше понять, как адаптироваться к экстремальным условиям, открывая новые горизонты в исследовании космоса. Однако, даже с лучшими технологиями наши тела остаются незащищенными против многих из опасностей открытого космоса. Мифы и реальность. Что происходит с кожей без скафандра? В условиях вакуума одна из самых распространенных и шокирующих иллюзий заключается в том, как должна реагировать кожа человека. Многие представляют, что кожа, оказавшаяся без защитного скафандра, мгновенно взорвется или, по крайней мере, начнет сходить с тела. Реальность, однако, несколько иная. Вакуум вызывает разрыв мелких кровеносных сосудов под кожей, из-за чего она быстро опухает. Это заставляет кожу выглядеть ненормально, но далеко от того, чтобы она буквально отрывалась. Отек и покраснение — это лишь первый признак борьбы организма. Отсутствие атмосферного давления также влияет на структуру кожи. Она становится более уязвимой для внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и радиация, вызывая ожоги и возможный рак кожи. Исследования показывают, что в вакууме, если человек не защищен скафандром, кожа может начать трескаться и терять свою эластичность.
Это происходит из-за потери влаги, ведь вода в клетках кожи быстро испаряется при низком давлении. Ученые, наблюдавшие за эффектами вакуума, неоднократно подчеркивали, что, несмотря на все воздействия, человеческая кожа удивительно устойчива. Если ее вовремя вернуть в нормальные условия, она способна вернуться к своему обычному состоянию. Этот факт успокаивает, но все равно подчеркивает опасности пребывания в вакууме даже на короткие промежутки времени. Итак, хотя кожа не взрывается, мифы об этой ужасной возможности все же указывают на то, как мало мы на самом деле знаем о том, что наш организм способен выдержать. Это открывает дверь к дальнейшим исследованиям и улучшению наших знаний и технологий. Что дальше? На что способен человеческий организм в вакууме? Удивительно, но наш организм показывает невероятную выносливость, адаптируясь к экстремальным условиям. Важно понимать, что даже оказавшись в открытом космосе с его безжалостными условиями, наши внутренние системы продолжают изыскивать пути для выживания, используя все оставшиеся ресурсы. Как показывают эксперименты и исследования, кратковременные пребывания в вакууме не оставляют на теле человека необратимых повреждений, если вовремя вернуть его в безопасные условия. Это знание открывает новые горизонты для космических исследований и выживания в открытом космосе, стимулируя развитие технологий, которые могут поддержать жизнь человека в таких экстремальных условиях. Тем не менее, мы еще далеки от понимания всех тонкостей адаптации организма к вакууму. В условиях, когда космическая радиация и экстремальные температуры продолжают оставаться значительными угрозами, ученые работают над улучшением защитных технологий и материалов. Они стремятся сделать защиту скафандров более совершенной, разрабатывая методы минимизации воздействия космических факторов. Это позволяет не только продвигать текущие исследования на новый уровень, но и открывает перспективы для более длительного пребывания человека в космосе. Организм человека способен удерживать сознание и функционирование в течение краткого времени в вакууме, и это знание в сочетании с развивающимися технологиями вселяет надежду. Мы не просто должны учитывать угрозы, мы можем разрабатывать решения, которые помогут нам справляться с ними. Возможно, в будущем человек будет способен противостоять космическим испытаниям еще более эффективно, если будем продолжать укреплять наши знания и возможности. Это поразительная устойчивость человека к враждебным условиям, которая изначально может показаться невозможной, лишь подтверждает, что наши возможности на самом деле безграничны. Ведь пределы человеческого организма еще не окончательно определены.